Я много где работала, но в таком дружном и понимающем коллективе никогда. Я замечаю разницу между поляками и белорусами. Сашка 2 недели не был на улице. И этот момент, Алехандро, кричи «Ура!» Дыши, дыши. Конфетки, вороночки. Нехватка ежиков в организме. Ввели вот это типа 0% ВАТ, но цены, блин, выросли. Ребятушки, приветики! Мы сейчас с вами находимся в новом видео. Я иду на работу. Как я уже говорила там раньше, я хожу где-то минут 30 на работу. Мне нравится, знаете, я вот так иду, расслабляюсь, думаю там о своем. Чаще всего я, знаете, иду и думаю на польском, стараюсь думать на польском, чтобы я сказала, еще что-то, потому что, ну вот по поводу работы, если рассказывать, то как бы, знаете, потихонечку все уже устаканивается, но остается один единственный маленький вопросик, который меня очень сильно беспокоит. Это все-таки, конечно, язык. Я уже немножко говорю, но очень плохо и очень медленно. И, короче, еще есть куда стремиться. Но я работаю над языком. Я стараюсь много разговаривать. Ну, с кем возможно. Все-таки это работа. Не всегда можно стоять и разговаривать. Иногда так, знаете, перекинуться пару слов. А на сегодняшний день, вот, например, сегодня очень много кто болеет. Я вот иду, и немножко камера может прыгать. Так, что говорила? На сегодняшний день на работе много кто болеет. И, ну, так получается, что мне приходится работать по 6 часов вместо 4. Но, на самом деле, тут ничего страшного, я все понимаю, люди болеют. Я не хочу отказывать и не буду, более того, потому что я понимаю, что людей мало, работы много, поэтому я, конечно же, буду ходить на работу столько, сколько нужно. Ничего страшного в этом нет. А вот так я хожу мимо такой красоты. В Лоди, конечно, вилл. Просто очень много. И вот там еще делается какой-то ремонт. Постоянно я хожу, вот такие вот машины, что там ремонтируют. Но мне кажется, это потрясающе. Просто потрясающе. Вот там еще написано 1881 года. Так, за нами идут люди. Чтобы никого не смущать, Я выключаюсь. Что касается коллектива. О, знаете, коллектив вообще замечательный. По крайней мере, всех, кого я видела. Все понимают, что я плохо разговариваю, но пытаются со мной поговорить. Это так забавно. Не пытаются, чтобы я быстрее научилась разговаривать на польском. Со мной специально, знаете, разговаривают. Это очень здорово. Они все объясняют. Это... Я не знаю, я никогда не работала. Я много где работала, но в таком дружном и понимающем коллективе никогда. И самое интересное, знаете что? Я замечаю разницу между поляками и белорусами. Вот нет, у нас тоже очень хорошие люди, душевные, но они не такие открытые, как поляки. Они, ну, по крайней мере, вот то, что я наблюдаю, они вот как-то сразу душу, ну не то, что душу сказать, просто они открытые очень. И я не знаю, как это объяснить, они очень легко идут на контакт, с тобой шутят, разговаривают, все рассказывают. Вообще, несмотря, все время вот так понимающие. Много там про себя что-то рассказывают. Очень многие объясняют, зная, что у меня как бы нет знаний в этой сфере, очень многие объясняют, и даже могут объяснять по 500 тысяч раз, и никогда не скажут: ты что, еще не запомнила? Но такого еще не было. Объяснят еще один раз, и нормально, тактично. Ой, я сейчас иду еще мимо одной красоты. Посмотрите, мы с Сашей называем это бочки. Ну, вроде как-то так это и называется. Мне кажется, это очень красиво. Классно. Так, ну идем дальше. Но у меня по-прежнему остается еще две нерешенных проблемы. Это обследование. Так как я болела, я перенесла все обследования на потом. Ну, я была на карантине 2 недели. И я не прошла обследование для работы. И не прошла обследование для школы полициальной. И возникает проблема теперь с работой. Я звоню уже 2-й день, трубку не берет никто, ну, чтобы записаться.
Я вообще не понимаю, в чем проблема. Я и утром, и вечером, и днем звоню. Они не поднимают, и я не могу записаться. Ну, надеюсь, что вот сегодня... Сегодня я уже звонила, кстати, утром. Никто не ответил. Но надеюсь, что в ближайшее время что-нибудь решится. Ребята, вот это... Знаете, когда висит какая-то проблема, и ты все никак ее не можешь решить, или задача. И вот гложет немного, очень сильно. Так, мы на пешеходном переходе. А вот еще я иду мимо такого учебного заведения. Если не ошибаюсь, то тут учат будущих актеров. И хотела вам показать прямо на входе. Смотрите, пепельницу. Почему меня удивила пепельница? Да все просто, потому что везде, где я училась в Беларуси, нас гоняли. Ну, нас, людей. Я не курю и не курила никогда, но постоянно нам угрожали. Не дай бог увижу вас на территории, на территории там учебного заведения, то я не знаю, там вам штраф, там родителям жалобу на работу напишу. Ну, короче, вот такой ужас. А тут я только обратила внимание, учебное заведение прямо на входе. Есть курилка, ну, то есть место, где взрослые люди, между прочим, могут покурить. Но я считаю, наверное, это нормально, потому что чем больше запрещаешь, все равно все курили. Ну, вот не знаю, в университете училась и в колледже, когда училась, все равно все втихаря курили. Но все равно, как бы ты ни запрещал, все равно все курят. Поэтому, мне кажется, лучше вот сделать вот так облагорожено место, курилку, и все будут зато бросать сигареты в курилку. Так что, я так считаю, вот я иду, скоро приду. Поэтому я вам все рассказала, что хотела. Если что, задавайте свои вопросики там. Я еще отвечу. Вот еще хотела, знаете, кто-то недавно написал, что типа, я бы никогда не пошла в такую клинику, где работает такой ассистент. Ну, типа, как я. Ребята, если бы вы пришли, увидели бы меня, посмотрели бы, какая хорошенькая. И как я справляюсь с работой, между прочим. Я стараюсь, и вы бы увидели, что врач все контролирует. Вы бы еще были постоянными клиентами. Так что не зарекайтесь. Все, теперь отключаюсь. Уже близка к работе. А вот тут у нас на сегодня гёдза. Впервые попробуем. Взяли в Лидле. Мы второй раз пробуем. Второй? Ну, где-то их ели. В Минске заведение. Прям гёдза? Только наверное, они да. были вообще не Не то. Ну, короче, тут, конечно, тоже из магазина. Ну, посмотрим. В Лидле, типа, азиатская неделя, да? Да. Тут с курицей и свининой. Уже Жарится. на пательне жарится. Надо довести до корочки. Да, сейчас чуть-чуть масла, минут 3-4 подзолотить, и потом с водой протушить еще 4 минуты. И За ваше здоровье, ребята. За ваше здоровье. чин-чин. На самом Ну, деле... там есть же алкоголь в сиропе. Да. На самом деле хотела рассказать. Вот сейчас пришла с работы, и у нас там люди тоже болели. И я вот, сегодня разговаривали с врачом, и я тоже спросила. Она болела, и я у нее спросила, какие у нее, как она себя чувствует вот сейчас. И она говорит, у нее еще горло немножко так першит, бывает кашель. Ну, короче, все симптомы, как у меня. Да, у меня тоже. И поэтому она лечится. И лечится точно так же сиропом. И мы показывали ингалятор, да. Прикиньте, почти у всех одни и те же симптомы. Вот, и она говорит, так чувствует себя средне, не очень. Ну, реально, силы не вернулись еще целиком. Да, то есть, мне кажется, еще надо было бы недели-две. Ну, может, я не знаю, как это работает. но- Все, я пью. Ребята, я уже дома. После работы пришла. Пришла и посмотрите, что за красавчик. На улице Улыбайся. быстрее, слишком долго ждал. Сашка был 2 недели. Давай, Сашка, бегом. Сашка 2 недели не был на улице. Даже на балконе там выходил на секунду. И вот он выходит, да. И этот момент, Алехандро, кричи «Ура!» Дыши, дыши. Поглубже. Свежим воздухом. Такой не свежий, но нормальный. Какашками пахнет. Вы что тут нафукали, соседи? Сашка, ты не в фокусе. Слышишь? Фокус, позовись. О, отлично. Ты рад? Ты счастлив? Да.
Ребят, не хотите сходить в музей ткачества? Видите? Мы вот посмотрели во все окна. Можно сказать, как на экскурсии. Вон видно нитки, какие-то, не знаю, приспособления. Там, может, что делают какую-то ткань. Не вем, короче. Ну, прикольно. Идешь, свет включен. И получается, можно wszystko оглядать. Классно? А вот лежат сами полотна ткани. Ну, короче, я вам сказала, экскурсия, музей, бесплатный музей сходили. Ну, ребят, я просто не могла пройти мимо. Как вы понимаете, вот он налицо. Этот аппарат-агрегат. Вот так вот там нитки. И вот, видимо, вот так делается полотно ткани. Клево! А я вам говорила, бесплатно. Не благодарите, ребятушки. Мы идем с Сашкой в Сельгрос. На закуп. Ну, такой небольшой закуп. Ну, посмотрим, что будет. Нам не так много чего нужно. И вот музей. Он еще есть. Но я не буду вам много показывать, потому что там уже одно и то же пошло. Но он большой, да? Саша говорит, пошли пешком. Ну, пару остановок. Полезно, да, ходить. Вот мы идем пару остановок пешком. Все, встретимся в Сельгросе. Мы попали в Сельгрос опять на праздник. Как вы понимаете, несложно догадаться. День Святого Валентина. Вот такие сердечки. Мерси с сердечками. Блин, прикольно. Сашка, тебе... Все еще есть. А, это шапка, которую Сашка мерил. Посмотрите, в том ролике там есть такой фрагментик. Что еще? О, Рафаэл с сердечками. Это интересненько. Это мои любимые конфеты. 140 грамм. Стоит? Так, это для нас будет 17,21. Офигенно. А вот такая. Тут 150 грамм и 10. Между прочим, просто за коробку дороже. Это дороже, конечно. Да. Лохотрон, ребят. Разворачиваемся, уезжаем. Лохотрон. Так, Сашка, смотри. Тоже. Подушечки. За 29, почти 30 злотых. Ну, короче, все равно прикольно. Чертик. Лав. Лав. Так, все, пошли. Ну и помимо сладостей мы, конечно, любим чаи. И каждый поход в Сельгрос мы затариваемся ими. На этот раз мы не брали свой стандартный жасминовый, а взяли 2 биг-актива. Рассыпной в манго и в пакете какой-то новый с тайским да. стрином. Ну, короче, попробуем. Смотрите, как ноперсы. Те самые разные. Это вафли и где-то еще батончики. Но мы сегодня им решили изменить. Кноперсы вкусные, но мы тут на карантине случайно заказали вот такую вафлю. Да, кокосовый принц Пола. Да. Какая Оказалось, классная. Такая бомба. И мы подумали, что бы не взять 4. Да, Да? 4 И плюс? штуки. Да. И плюс я еще вот это взяла. Конфетки, вороночки. После выхода с карантина у нас нехватка ежиков в организме. А тут как раз скидка. Мы взяли 3 разных вида. Мы пробовали только классические до этого. Вот еще кокос и черри. Но мы не виноваты, это скидка. И нам не привезли в прошлый раз доставку из Ашана, не привезли ежиков этих. Поэтому мы утроили ставку. Продолжаем. Так, ребята, пока все идет по плану, все четко. А что? Класс, класс. Да? Ребят, ну мы не только по сладости. Мы еще взяли мясо, тут целый кило 600, кило 700, я даже, да? Да. Вот, кило 700. Для чего? Для бутербродов. Мы всегда страдаем и мало покупаем. Ну, то есть продают Ну, всегда там по по чуть-чуть. 150, по 160 грамм. Либо на рынок ходили раньше, но сейчас уже не ходим. Поэтому решили взять вот такой ковалок мяса. Да. Все. Так что, блин, это вот так классно. Знаете, я называю это, когда ты вырос и дорвался до денег, и просто скупаешь все сладости. Ну все, закуп окончен. Да. Мы еще купили 2 килограмма замороженных овощей. Это мы всегда, когда ходим в Сельгрос, Да, хорошая штука. мы всегда закупаем овощи. Сейчас у нас появился этот, не миксер, Блендер. блендер. У нас появился блендер, и мы часто делаем супы такие
как пюрешная. Вот. Варим все овощи Мгм. и в блендер. Нам еще картошка, наверное, нужна. У нас еще есть. Ну, Немножко. ну, надо добавить. Да. И еще нам нужны, наверное, сливки, чтобы сделать такой суп. Надо. Ой, мы еще во второй, короче, магазин идем. Конечно. Ну, в Lidl-то Да. всегда надо идти. Да. Мы охотимся за рыбой уже с дня 3. И все никак не можем купить. Вот Ну, так, сегодня вместе уже идем. когда купим, обязательно вам расскажем. Все. Все, ребятушки, мы уже дома. Приперлись. Ну, не очень удачно Угу. зашли в Lidl. Ну, конечно, нам что-то было необходимо, а то обычные вещи мы нашли, рыбу не нашли. Как хотели. Мало что. Мы всегда рыбу покупаем на 50% скидки. Мы охотимся за ней, ребята. И вот у нас наступает охота. Получается, всю неделю будем ходить и охотиться за рыбкой. Так, ну, покажи, что купили. Ну, тут можно увидеть небольшой уже набор подготовлений к суши. Рис у нас еще был, но мы взяли еще на пробу. Он довольно недорогой. Попробуем. У нас будет суши с рыбой и с курицей, с огурцом. Так, что дальше? Перчики засыпать. Вот Перечниц. в эту перечь с солью. Да. Ну, сметана, Угу. хумус, сладкий чили соус. Вообще нам так нравится, мы уже раз третий, четвертый покупаем. В Лидле есть. Да, ну хлеб Мгм. обычно, салаты на скидке, они хорошо хранятся, поэтому Да, мы взяли 3. Ну, блин, вообще, получается 2,61 за одну такую штуку. Ну, неплохо, на 50% скидки. так, еще вот этот уголок я мгм. опустил. Тут одна паприка Угу. такого среднего вида, Они были просто последние. бальзамический крем, Ага. ну и гель для бритья, хороший довольно. Кстати, он дешевый в Лидле. Да. Ну и Саша уже его не Ну, первый я раз уже покупал. 3-4 раз, наверное. Мгм. Ну, постоянно, короче, им тут пользуюсь. Все устраивает. Все шик-модерн. Мы отдали в Лидле. Так, за все получилось 53 злотых. Вот и все. В Сельгроссе намного больше. Ну и набрали мы там намного больше. Ну да. Кстати, вот я заметил, в Сельгроссе цены выгоднее стали. Да. Там они как-то не поменялись. А вот в Лидле, говорят, в Бедронке, во многих магазинах ввели вот это типа 0% ват, но цены, блин, выросли. Мы офигели. Морковка была Да. 2 злотых, стала 2,8. Наш хумус на злот. Да. Мой утром я ем, как это? Хлебцы. Мои хлебцы подорожали, были 2,99, сейчас 3,03. С какого фига? Это типа еще скидка, Ну. радуйтесь. Вообще, блин. Не, хлебцы были не на скидке просто. Не, я в целом, Вообще, что, да, типа, да. Таня, есть Таня, 0% ват, спасибо. Представляете, как дух? Не, ну просто понятно, что везде цены дорожают. Ну это просто какой-то так необычно. Как-то провернули странно очень. Угу. Короче, мы возмущаемся За счет ценами. населения, типа, сделали лучше магазином, классно. Спасибо. Спасибо большое. Ну, все, пожаловались. И скидок нормальных нет. Пожаловались, теперь можно прощаться, ребятки. Мы говорим вам пока-пока. Да. А еще у меня вопросик. Вы лайкосик уже поставили? Вопросик, лайкосик. Если поставили, можете отключаться. Все, ребятушки, Для давайте. остальных 5 секунд. Даем вам время, чтобы вы Последний поставили. шанс. Поставьте, пожалуйста, лайкосик. Все, до скорых Всё, встреч. Спасибо и пока. Пока.